Всем привет! Вы на канале «Где нас нет», а мы в Париже. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'ombre voit toujours au doux mot d'amour quand il s'en dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant. Я так давно хотела побывать в Париже, это была моя давняя мечта, и меня все время пугали о том, что здесь может быть вонюче, о том, что здесь может быть грязно, о том, что здесь может быть много бездомных. Но я, если честно, вижу одну лишь только красоту. И хочу сказать, что отчасти этой красотой мы обязаны одному человеку. Его зовут барон Осман. Он жил во времена Наполеона III, не путать его с Наполеоном Бонапартом, это разные Наполеоны. Так вот, барон Осман основательно взялся за план города. Раньше в центре были трущобы и бедные кварталы рабочих. Так вот, Осман взял их и снес, и вместо этого построил красивые, чистые, правильные улицы, с типичными для Парижа вот этими 7, 8, 9-этажными домами. На последних этажах обычно комнаты для прислуги, на первых этажах всегда какие-то лавочки, бутики, пекарни, ну то есть инфраструктура, да, то, что, мне кажется, мы думали, современные изобретения на самом деле придумали уже больше 150 лет назад. И вот этот красивый, чистый и современный Париж открыл эпоху, которая так и называется в истории Франции «Прекрасная эпоха». Представляешь, это публичный эфир прямо в центре Монмартра. Я бы хотела жить в Москве, где-нибудь в районе Чистых прудов, и иметь возможность прийти покопаться в огороде. Хотя виноград у нас расти в любом случае не будет. На парижскую архитектуру можно смотреть вечно. Но лучше заглянуть и посмотреть, что внутри, подумали мы и сняли квартиру в настоящем парижском доме. Хотя чемодан все-таки пришлось тащить на 3-й этаж по винтовой лестнице самостоятельно. Вообще на поездку, кроме основных достопримечательностей, у нас был план прожить эту маленькую парижскую жизнь как местные. Ходить в овощные лавки, на рынок и в супермаркет. Это отдельный культурный опыт. Вы только посмотрите на этот выбор сардин и горчицы. Мы просыпались в 7 утра и забирали самые свежие круассаны. Мы много готовили сами, а в первый же день холодильник оказался забит сыром, колбасами и вином. Мне нравится, какие во Франции свежие и качественные продукты. Например, туристу можно даже в отпуске покушать супчик. Я бы сказала, что транспорт настоящих парижан – это велосипеды. Но город большой, поэтому чаще все равно вы будете пользоваться метро. Да, метро здесь не подземные дворцы для рабочих, но оно чистое и удобное, хотя будьте осторожны насчет воришек. Кстати, в старых вагонах двери по старинке открываются вот такой очаровательной ручкой. То, что я обычно выбрасываю на мусорку, французы бережно хранят. И спустя 100-150 лет это становится реликвией истории, которую можно дорого продать. Мы приехали на блошиный рынок, называется Сент-Пен. Здесь множество как открытых павильонов, так и закрытых. Я рекомендую вам ориентироваться вот на это название. Здесь можно найти множество сокровищ, и мы парочку своих уже нашли. Сделаю вам распаковку из отеля. Кирилл, расскажи, что ты делаешь?
такой первый 3D-аппарат, по сути. Вот сюда вставляется карточка, и здесь можно смотреть, и благодаря эффекту получается, что как будто легкое 3D такое. Собаки становятся объемными. На обратном пути домой мы наткнулись на еще одно интересное место, которое не входило в наш план. То ли ЖД пути, то ли парк, то ли кафе. Париж изобилует такими местами. Вот это место сначала нас поразило. Мы думали, что это какая-то заброшка. Но оказалось, что это дикий парк и вообще городская инициатива, за которую проголосовали сами парижане. Кстати, очень в тему нашей прекрасной эпохи. После Наполеона III здесь осталась линия железной дороги, которая соединяла все вокзалы Парижа. Но со временем, в конце 19 века и потом в 20-м, она проиграла битву метро, и ей перестали пользоваться. Перестали благоустраивать. Здесь все заросло всякими кустарниками, травой, деревьями, плющом. И вот совсем недавно люди решили, что это можно не облагораживать, а переформатировать в общественное пространство. Поэтому, Кирилл, иди сюда, покажи. Сейчас вдоль железной дороги, конечно, заброшенной, куча кафешек, люди сидят, отдыхают, развлекаются. И кажется, она идет вдоль всего Парижа, просто не все участки пока реконструировали. По-моему, прикольно. За моей спиной Нотр-Дам-де-Пари. И мне кажется, это отличное место, чтобы рассказать о странных отношениях любви и ненависти парижан к религии. Нет, я могу вам рассказать и про Нотр-Дам, что он сочетает в себе готическую и романскую архитектуру, что основан в XII веке, но мне кажется, что вы это все прекрасно прочитаете на Википедии. А лучше я вам расскажу, что парижане, французы, верные католики творили всякую дичь во времена многочисленных революций этой страны. Ну, например, во времена Великой Французской революции протестующие ворвались в Нотр-Дам-де-Пари, вынесли все предметы религиозного культа, что-то сломали, что-то разграбили, а на алтарь посадили актрису. Назвали ее «Философия» и сказали, что это воплощение чистого разума. Кстати, эту актрису я вам рекомендую запомнить. Ну, а второй по популярности собор, и, кстати, по размерам тоже Парижа, Сакр-Кёр, тоже был построен потомками на месте самых жестоких событий Парижской коммуны. Ну, в общем, французы осознали, что как-то их слишком шатает в религиозных вопросах, и решили выбрать себе новые ценностные ориентиры, и этим ориентиром стала национальная гордость. Вместо того, чтобы ходить в паломничество, люди стали посещать поля битв, музеи, стал развиваться туризм, в нашем понимании. Вместо святых стали поклоняться национальным героям. Вспомнили Жанну д'Арк, стали поклоняться Виктору Гюго как святому. Ну и, наконец, выбрали такой общий символ Франции Марианну, девушку во фригийском колпаке. Очень много скульптур вы можете найти ее в Париже. И мне кажется, здесь прямая параллель с той актрисой философии, которая сидела на алтаре в Нотр-Даме. В Париже уже неделю больше 30 градусов, поэтому в центре очень душно, жарко, и мы решили немножечко побыть под деревьями. Но поехать просто в парк нам показалось скучно, поэтому мы не придумали ничего лучше, чем поехать на кладбище.
Это и кладбище, но это не простое кладбище. Тут похоронены всякие знаменитости, вроде Оскара Уайлда, или Эдит Пиаф, или Джима Моррисона, участника группы The Doors. Поэтому это кладбище — это такое место поклонения своим любимым творческим деятелям. Ну и, если честно, здесь совсем другое отношение к кладбищам и к смерти. Например, вот те люди, которые удаляются, они просто пришли сюда на пробежку, тут гуляют с собачками. Не знаю, вам как такое прозаичное отношение к смерти? Напишите в комментариях. Мне ужасно неловко записывать видео среди могил, но кажется, пора перенимать это прозаичное отношение к смерти у европейцев, и раз уж мы сюда приехали, то я все равно расскажу. Это кладбище появилось в XIX веке по приказу Наполеона, который Бонапарт, но оно изначально не пользовалось популярностью по двум причинам. Оно находится как бы за городом, ну, в XIX веке это была территория за городом, а сейчас это 20-й округ. Это первое. А второе, в XIX веке было принято хоронить своих близких на церковных землях. А это место, оно бывшее поместье, хотя и святого лица, но, тем не менее, это все-таки такая светская земля, не церковная. По этим причинам кладбище не пользовалось популярностью. Но спустя примерно 30 лет кладбище была устроена пиар-акция, если можно было так сказать. Бедных Мольера и Ла Фонтена выкопали с того места, где они упокоили свои души, и перенесли на это кладбище. И после этого люди захотели хоронить своих близких рядом со знаменитостями. Это вообще одна из самых интересных могил, самая интересная история. Это молодой человек, ему 21 год. Был 21 год, когда он умер, его зовут Виктор Нуар. Он журналист по профессии. Все дело в том, что он вызвал на дуэль родственника в то время императора Наполеона III. Дуэль он проиграл, но дуэли вообще-то наказуемое деяние, но родственника императора не судили. Поэтому это событие спровоцировало конец монархии Наполеона III, а этот молодой человек теперь является центром притяжения кладбища Пер-Лашез. Говорят, что если потереть его промежность, поцеловать в губы и положить цветы ему в цилиндр, то ты обязательно встретишь свою любовь. Вы мне скажете, что выпуск получается немного нишевым. Какие-то кладбища, какие-то антикварные рынки. Где все то, зачем едут в Париж туристы? И я отвечу вам, что вы дошли до той самой части. Я не могу вас отпустить без рассказа о том, как Париж из европейской культурной столицы стал мировой культурной столицей. Большую роль в этом сыграли международные выставки 1889 и 1900 года. И главный символ этих выставок вы, конечно, знаете. Это Эйфелева башня. Кстати, другие постройки Густава Эйфеля, а в частности главпочтамт в Сайгоне, вы можете увидеть в моем ролике из Хошимина. Где-нибудь здесь я оставлю ссылку, посмотрите его после того, как посмотрите это видео. Если хотите, конечно. Так вот, возвращаясь к Густаву Эйфелю и его Эйфелевой башне. Главной темой Всемирной выставки было главное открытие XIX века – это электричество. Поэтому башня сияла сама, она освещала вход на выставку, и там даже работали первые лифты. Люди боялись на них кататься. Ну, кстати, я даже знаю и сейчас людей, которые боятся кататься на лифтах. Что уж говорить про XIX век. Так вот, французы просто ненавидели эту башню. И Густав Эйфель выиграл проект ее постройки только потому, что сделал ее разборной. Но, так сказать, спойлер, ее не разобрали, да?
Все дело в том, что после электричества следующей технологией века было радио, поэтому Эйфелева башня некоторое время еще была радиовышкой. Ну и после международных выставок всемирных Париж настолько стал ассоциироваться с Эйфелевой башней, что никто просто не стал сносить его символ. Есть только два типа французов. Те, кто ест булочки, и те, кто бегает в 35-градусную жару. Эйфелева башня была не единственное электрифицированное здание, построенное к всемирным выставкам. Таким был и первый электрифицированный вокзал в Париже, вокзал Орсе. Но когда выставка закончилась, он опустел. Уже не было такого турпотока в Париж, и дела были настолько плохи, что его даже хотели снести. Вот эту красоту, представляете? Но в конце уже 20 века люди одумались и сделали из этого один из крупнейших музеев импрессионизма и постимпрессионизма. Гуляя по Парижу, вы часто встретите символ петуха. Откуда он здесь взялся и что это значит? Ни для кого не секрет, что раньше на этом месте были римские поселения. Как бы все смотрели Астерикса и Обеликса, да? А какой ключевой символ Рима? Это орел. Ну а Франция, республиканская, независимая и свободная, тоже хотела себе какой-то символ. Ну и какую птицу можно сравнить с орлом, чтобы была такая же дерзкая, смелая, красивая? Ну это, конечно же, петух. Давайте мы отбросим все современные некрасивые смыслы и просто посмотрим на эту птицу независимо. По-моему, очень классный выбор. Кстати, многие парижские бренды тоже используют символику петуха. Я думаю, вы, может быть, знаете бренд Le Coq Sportif. Кок — это петух по-французски. Мы решили записать рубрику «Сувениры из Франции». Что можно привезти, чтобы порадовать себя или своих близких? Мы начнем с еды. Во Франции еда очень качественная, и вполне логично привезти местные специалитеты. Лично мы взяли бурбонскую ваниль в подарок, трюфель обязательно, дижонскую горчицу, мне кажется, Франция очень этим известна, и вот на этом я остановлюсь чуть подробнее. Это соленая карамель на основе сливочного масла, очень популярный во Франции десерт и крем. Мы старались не вестись на тренды соцсетей и покупать те сувениры, которые нравятся лично нам, но одно исключение я все-таки сделала. Есть такой магазинчик, он стилизован под средневековую аптеку, называется Були. И там продаются гребни, расчески, гели для душа, кремы, бальзамы для губ. И вот на один такой гель для душа, и это еще и мыло для рук, мы все-таки разорились. Очень такой классной керамической баночке. В общем, будем радовать себя даже по окончании отпуска. Во Франции все играют в теннис. Мы тоже немножечко играем. Ну, еще и попали на даты проведения Ролан-Гаррос. Поэтому теннисные атрибутики и теннисных сувениров здесь очень много. Но и мы не могли пройти мимо вот таких вот теннисных напульсников с флагом Франции. Еще Париж очень известен своими винтажками
и антикварными рынками. Если вы хотите пойти за винтажной одеждой, то вам в Море. Но мы к одежде немного равнодушны, но любим всякие старинные вещицы. Поэтому за старинными вещицами приходите на рынок Сент-Уэн. И там нам удалось купить выпуск вот такого вот журнала 1908 года. Кстати, про Российскую империю. И невероятный улов, наш любимый Дебюсси, пластинка для проигрывателя, будет напоминать нам об отпуске. Однако Париж остается культурной столицей не все 365 дней в году. Во время проведения Лиги чемпионов город превращается в одну большую фан-зону. Конечно, все болеют за местную команду Пари Сен-Жермен. И горе вам, если болеете за команду соперника. Вы можете быть туристом, которому абсолютно все равно на футбол, но вы не сможете его избежать, потому что город им живет. В этом году парижане так обрадовались победе, что начали громить город. Возможно, у кого-то была изначально такая цель, но полиции пришлось применить слезоточивый газ, и мы случайно под него попали. Следующее утро после Лиги чемпионов город уже убрали. Ну а в воскресенье здесь новое мероприятие. Парижане выходят на улицу, чтобы продать свои вещи, такие а-ля мини-барахолки. В основном это игрушки выросших детей. Но можно найти какие-то свои сокровища. Вот, например, у человека саксофон лежит. Ne voyez rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Я уже многое вам рассказала про то, как Париж вошел в свою прекрасную эпоху. Как город стал красивым, светлым и чистым, как у него появились национальные герои, как он стал участвовать в международных выставках. Но мне кажется, я не рассказала и 1% того, что можно было рассказать. Я не рассказала о писателях эпохи Золя, Прусте, Гида Мопассари. Я не рассказала про художников, импрессионистов, экспрессионистов, модернистов. Я не рассказала про великие открытия, ну, например, про Луи Пастера, который открыл пастеризацию. И еще более важное открытие — это открытие института, который создал еще больше талантливых ученых. Все это создало прекрасную эпоху, которую приятно коснуться, будучи в Париже. Мы отправляемся туда, где у нас еще нет. А вы приезжайте в Париж.